Друзья, всем большой привет! Компания 7 ножей с вами. И сегодня мы рассмотрим очень не похожие друг на друга ножи, но которые будут у нас с вами в одну цену. Точнее, не в одну цену, а до предела, до 10 тысяч. Собственно, устраиваемся поудобнее, наливаем чай, кофе или что вы любите, и мы начинаем. Так, друзья, и решили первый нож кинуть из камеры, как модно. Собственно, что у нас здесь? А это вот такой вот красавчик. Это нож Айсберг в одном из самых наших ярких исполнений, цвет Тиффани. Что же у нас здесь? Ну, как можете видеть, здесь у нас с вами кайдекс под пончик, очень яркий, очень красивый, со всеми возможными люверсами для абсолютно разного крепления ножа. И в частности у вас здесь есть кожаный подвес. Собственно, вот так вот это все у нас выглядит. На клинке у нас с вами идет сталь AUS 10 Кобальт. Это гибридный монтаж, соответственно, у нас весь металл и вся структура ножа спрятана в рукояти. То есть у нас идет склейка из двух половинок. Чем же примечательна эта моделька? Ну, тем, что, во-первых, это большой полноразмерный клинок. То есть у нас высоченные спуски от обуха, фаска и очень приятная и тактильно даже особо незаметная, но цепкая насечка на рукояти. Такая модель подходит в принципе для абсолютно бытовых задач, но вообще изначально этот нож у нас становился как один из охотничьих ножей. И, кстати, в названии 7 ножей как раз таки есть вот эта 7-я модель. Собственно, первый нож Айсберг прошу любить и жаловать. Само собой, цену и ТТХ вы все увидите на экране. И помимо этого в Телеграме будут и фото этих ножей, и тоже также будет прикреплена ссылка на наш сайт, где помимо этих ножей будут использованы и показано в наличии все возможные модели, потому что, возможно, те, которые вам здесь представлены, не понравятся, а там будет выбор больше. Собственно, мы идем дальше. А дальше это вот такой вот красавчик в очень стильном по нынешним временам цвете. То есть это желтый, он очень популярный. Сюда мы добавили ножные под стилистику Луи Виттон, но опять-таки кайдекс у нас взаимозаменяемый. Но здесь просто здорово подходит то, что и кожаная, да, такая вставочка у вас идет, подвес перекликается с самим принтом. Это калибри XL. Один из, наверное, фаворитов наших, опять-таки, 25 года, но в линейке Outdoor. Ну, начнем с того, что здесь у нас идет уже нож цельнометаллический, не гибридный, потому что это линейка Outdoor, а она у нас идет как более утилитарная, то есть максимально рабочая, такая хардюзная для очень и очень активной работы. Клинок у нас здесь с вами идет в конвекс. Конвекс, естественно, в 0. Рукоять G10. И все это добро у нас крепит каленые винты. И тоже также дополнительно все это у нас проклеено. Всегда у нас темлячки такие висят. Они не просто для красоты. Во-первых, это можно использовать как увеличитель длины рукояти. Потому что у всех ладони разные. И все-таки хотелось бы, чтобы каждому пользователю было удобно. Ну и как этот комплект, в общем-то, смотрится вместе, как по мне, просто великолепно. Ну и по фиксации вопросов нет. Далее. Он у нас попадает в разные списки. Это нож Щегол. Маленький компактный красавчик, который будет просто незаменим в дальних поездках. Потому что он опять-таки маленький и компактный. То есть он место у вас занимать не будет. На клинке у нас с вами идет AUS 10 Кобальт, 62 единицы. Хороший, действительно хорошее удержание РК. Мы с ней долго работали. Здесь у нас идет конвекс 0. И на рукояти Миккарта. Миккарта Нуар Джинс. Тактильно приятная, визуально приятная. И такой нож, наверное, точно вам не доставит проблем, потому что он, в принципе, очень такой добродушный. То есть никогда никаких вопросов у вас не будет к нему. Собственно, такая вот малышка тоже также попадает в наш рейтинг. Так, собственно, идем дальше. И здесь у нас будет, опять-таки, по сравнению, наверное, с остальными моделями, первые, которые у нас были, очень большая модель. Это наш Сунгай, один из самых популярных в плане разделочных больших ножей. Собственно, как это все выглядит, добро. И это действительно большой нож. Начнем с кайдекса. Кайдекс здесь тоже также у нас с вами обновлен, как и на всех моделях. Здесь у нас идет с вами самозатягивающееся устье. Соответственно, фиксация у вас здесь просто вот... Просто великолепно. Соответственно, если он у вас разболтается, вы сможете его спокойно подтянуть. Но это не самое главное. Самое главное то, что у нас внутри. А внутри у нас ждет вот такой вот красавчик. Очень и очень большой и очень функциональный клинок. Сделан хороший дроп, чтобы можно было зашкуриваться. Плюс здесь мы вдохнули новую жизнь этой модели, сделав его в конвекс. Потому что он у нас шел на
1/3 на прямых спусках. Но когда мы его сделали в конвекс, заработал максимально круто, с очень большой отдачей. В частности, эта модель у нас идет с вами с AUS 10 Cobalt на клинке. Тоже также здесь у нас обновлена насечка на обухе, то есть она стала более мягкой, потому что ранее она такая достаточно крупноватая была. И на рукояти обратите внимание на очень и очень тактильно выделяющуюся насечку. То есть, опять-таки, так как эта модель у нас из линейки Outdoor, то есть это у нас идет очень утилитарная вещь. Тесты этого ножа на канале у Александра Бушкрафта были. Кто не видел теста, посмотрите, как он работает. Мне действительно понравилось, потому что человек понимает, что такое нож и для каких задач он сделал. Собственно, вот такая моделька есть, и, как по мне, он идеально вписывается в наш с вами сегодняшний рейтинг. А вот дальше будет вообще ни на что не похоже. Это наш Киридаши. Самый маленький нож. Очень часто пишут в комментариях, что, для чего и зачем. В принципе, это очень такая, это уже больше аксессуар, друзья. Аксессуар с энным запасом функционала. Соответственно, он небольшой, он маленький, его можно аккуратно повесить на шею, в карман положить. Кайдек здесь тоже фиксируется за счет рукояти великолепно. Кожаная у вас петля есть. И, собственно, строй клинка. У нас с вами идет AUS 10 Cobalt, рукоять G10, и обратите внимание, на ней, как на предыдущих моделях, нет ничего. Потому что здесь у нас идет монтаж совершенно другим способом, то есть это нож цельнометаллический, и как раз таки, в отличие от остальных, здесь у нас идут внутренние закладные, которые и крепят рукоять на клинок. Соответственно, что это дает? Это дает вес, это дает очень лаконичный завершенный вид, когда у нас нет ничего лишнего на рукояти. Друзья, опять-таки, воспринимайте этот нож как аксессуар, который в случае чего поможет вам даже нарезать хлебушек, даже нарезать колбаску, вскрыть коробочку, там, я не знаю, поковыряться в носу или в зубах. Потому что это, какой бы ни был, он остается все равно ножом. Маленьким, но ножом, который вы положите себе в сумочку, да, забудете про него, и когда вам потребуется что-то острое, вы его достанете, воспользуетесь и будете рады, что он у вас был с собой. Так, с ними закончили. Дальше у нас очень тоже функциональный нож и яркий. Я всегда люблю такие яркие цвета. Это нож Джек. Собственно, у нас здесь с вами пончик на кайдексе, желтая рукоять и форма, само собой, клинка у нас уже идет вот такая. И как можете видеть, у нас все модели абсолютно разноплановые. Этот нож у нас идет как EDC-шный на город, для именно формата некомпактных ножей. Здесь у нас с вами идет AUS 10 Cobalt, прямые спуски и тоже также фасочка на клинке. Этот джек как бы джек, но изначально он назывался джек малый, потому что у нас еще мы сделали джек большой. И на самом деле это такой ужасный нож был, очень непонятный, очень нефункциональный. Соответственно, мы пока остановились именно вот на таком размере, потому что здесь за счет, опять-таки, гибридного монтажа очень аккуратный и законченный силуэт получился. И по функционалу, друзья, поверьте мне, это не только, да, с собой таскать, это тоже также и природа, и вылазки, и какие-то туристические походы, и просто для города будет просто незаменим. Еще одна моделька, которую бы хотел отдельно акцентировать внимание, это нож Slim. С ним тоже было много страданий, но сейчас мы его доработали, и, собственно, как он выглядит. Slim, узкий, тонкий, функциональный. Тоже также вопрос по кайдексу. За счет того, что у нас с вами здесь идет углубление на самой рукояти, которые именно идут под скос вовнутрь, фиксации просто великолепны. То есть он у вас никогда никуда не вылетит. Кайдекс черный, классический. На клинке у нас с вами здесь, друзья, идет VG10, то есть очень популярна опять-таки сейчас сталь. И почему многострадальный нож? Потому что он у нас был тоже с прямыми спусками, с фасками, но за счет того, что клинок немножко не подходит под ту геометрию, да, то есть здесь должен быть небольшой дропчик, мы сделали его опять-таки в конвекс, и вуаля, нож стал выглядеть так, как выглядит сейчас. Очень работоспособный, очень красивый и функциональный. И опять-таки он узкий. Он очень аккуратный, и в работе он будет просто великолепен. И опять-таки, когда я говорю работа, друзья, я подразумеваю абсолютно все. То есть все, что вам захочется, там, порезать, отрезать, сделать красивую фоточку, положить в машину в бардачок, таскать с собой в сумке. Великолепно. А здесь у нас с вами идет такая вот голомень не закрытая, это специально подщепоточный хват за счет фасок. Обух у нас здесь 3 мм, и это действительно такой получился в форм-факторе достаточно ломовитый ножичек.
Так вот он выглядит. А вот далее наша икона, наш фирменный нож Колибри. Без него никуда, но Колибри именно в его родном виде. Вот как все это выглядит. Louis Vuitton Kydex, кожный подвес. И здесь у нас идет с вами крутейшая сталь BG42. Очень крутейшая в плане работы, сложная во время обработки, 63 единицы. Коррозионная стойкость, мы всегда ее ставим между PGK и Elmax, потому что у нее очень хорошая вязкость и очень ударная прочность, как PGK, и коррозионная стойкость, как показала практика, намного выше, чем PGK. Соответственно, мы ее прям возлюбили, и сейчас у нас будет большое количество ножей из нее. А здесь тоже также у нас с вами идет сатин на клинке, красный G10 на рукояти, да, цвет победителей. Соответственно, вот такая моделька тоже попала в наш список, потому что она у нас стоит до 10 тысяч. И за счет того, что здесь, кстати, полностью можно сделать закрытый кулачный хват, и плюс темлячок, если вам нужно будет удлинить его, то есть спокойно наматывайте и используйте. Вот такая вот красота, это наша действительно вот фишечка-фишечка. Соответственно, остаются у нас, друзья, две модели. Постараюсь их тоже также не затягивать, но опять-таки хотелось попросить подписаться на наш телеграм-канал, потому что это будет пока место, где у нас очень быстрый взаимообмен информацией будет. Вот. И, собственно, друзья, оставшиеся две модели. Это с этим мы с вами отработали. Сейчас у нас будет Несмук. Канадского типа модель, очень популярная своей формой. Многим она непонятна, но опять-таки функционал у нее крайне велик. Как это все выглядит? Такая вот красота, такая форма лепестковая вытянутая, хороший тоже дропчик. И канадский нож, он вообще изначально был большой, то есть он такой вытянутый. Мы его скомпоновали, сделали под себя, потому что, как нам показалось, самый оптимальный размер. То есть он у вас и небольшой, и не маленький, но за счет, опять-таки, очень правильного настроя клинка работает он великолепно. Здесь у нас с вами на клинке VG10, опять-таки это понятный, бюджетный, хороший железяк. Аналог N690, плюс-минус также калится, плюс-минус также точится. Вот, поэтому просто разница в цене за счет, само собой, закупки. На рукояти здесь у нас с вами идет G10. G10 такая темно-синий-серая, тоже не вызывающий, не какой-то броский цвет, который, ну, подойдет, наверное, ко всему. Но опять-таки, самое главное, как он будет лежать в руке, потому что это рукоять под среднюю ладошку. То есть под крупную он будет мал, потому что здесь у нас все-таки присутствует упор как спереди, так и сзади. Соответственно, под разделку я бы рассмотрел, наверное, или сунгай, или джек. То есть вот они больше будут подходить. Очень функциональный, понятный, с хорошими пропорциями нож. Kydex у нас здесь идет с вами под карбон с тиснением. Ну, вот, как по мне, кажется, достаточно очень лаконичное исполнение. Ну и на десерт я оставил один из наших самых силовых и крупных ножей. Кто в теме, тот знает. Это нож Yeti. Вот такая вот здоровая машина. Kydex у нас здесь идет с вами пиксельный, с желтыми оттенками, желтая петля. И, кстати, именно вот этот пиксель хорошо подходит под эту рукоять. А рукоять здесь у нас с вами идет Micarta Noir Jeans. Очень добротная вещь. На клинке здесь у нас идет также VG10. Микарт опять-таки с глубокими насечками. То есть, и обратите внимание, очень хорошая талия на юбке ножа. Тоже нож из линейки Outdoor. Соответственно, подразумеваем, что он будет максимально утилитарен и приятен в работе. Здесь на клинке у нас идет с вами Convex. Convex тоже также в ноль, потому что изначально эти модели у нас шли в сканде. И, честно скажу, не то. Слишком большое было сопротивление по продуктам, и очень сильно он колол их. А сейчас же этот нож заработал так, как он должен был работать изначально. По положению в руке здесь она более квадратная рукояточка, соответственно, будет очень хорошее заполнение и объем. По весу, если не ошибаюсь, вес этого ножа, по-моему, около 150 или 160 грамм. И, как можете видеть, в таком форм-факторе ножа цельнометаллический, это даже очень и очень хорошо. Ну и, само собой, по фиксации здесь тоже так же все без нареканий, потому что делается все по бланку. То есть чпык, и все. У нас все на месте. Вряд ли я сейчас, друзья, уложился в 10 минут, потому что всегда хочется что-нибудь поболтать, что-нибудь рассказать про свои ножи хорошенького. Но в любом случае, модели всегда делаются под вас, под ваши задачи. Я думаю, что каждый из вас найдет что-то для себя, и мы будем рады это вам доказать. Вот. Все, друзья, всем большое спасибо, всем пока, и мы с вами прощаемся, но ненадолго. Скоро много всего интересного будет.